Самая скоростная доставка товара, купленного на AliExpress, в Беларусь всего за одну неделю. В этом видео распаковка и обзор. Погнали! Приветствую вас на канале, меня зовут Александр. Выгодно ли белорусу покупать видеопроектор на AliExpress? В этом видео мой опыт покупки такого устройства стоимостью $150 с заявленной бесплатной доставкой из Китая службой 139 Express, но в итоге доставленной с DEC. В этой коробке базовая версия мультимедийного видеопроектора Twinner RD828, который я приобрел на летней распродаже AliExpress, когда он предлагался по цене $162.14. В этот период магазин сразу же предлагал купон на скидку в $5, и поскольку я оформлял покупку из приложения AliExpress на смартфоне, то воспользовался накопленными монетами, получив таким образом скидку еще $3.14. И плюс к этому я еще воспользовался промокодом, который предлагает магазин, кстати, который размещаю в пабликах своего канала ВКонтакте и Одноклассниках. Рекомендую вступить в эти группы, чтобы быть в курсе. Ссылки на них вы найдете в шапке канала и описании каждого видеоролика. Таким образом, скидка получилась порядка $11. Ну и, конечно же, я воспользовался кэшбэк-сервисом Letyshops, который сразу же начислен мне на счет 490 российских рублей. Это минус еще $7. И в итоге цена за этот видеопроектор у меня получилась $150.92. Приобретал в официальном магазине бренда на AliExpress. Оплату произвел 21 июня. Через 4 дня магазин отправил из Москвы посылку в Минск с деком. 27 июня она была уже в моем городе. Здесь в декларации все указано верно. Это проектор. Оценили в 5000, я так понимаю, российских рублей. И что интересно, на сайте с лотом предлагается платная доставка из России в Беларусь службой SDEC за $5.26. Я же выбрал бесплатную доставку из Китая, но все равно доставили по первому пути с деком из России, но бесплатно. И без растаможки. Выгодно. Я вот так бегло пробежался по китайским магазинам и отметил для себя, что данная модель представлена на китайском рынке под брендами DB Power, Twinner, Regal и ProGaga. Ну, давайте вскрывать и смотреть, что здесь находится. А в коробке еще одна коробка. Это у нас пустая. На коробке из плотного глянцевого картона проиллюстрирована модель, LED-проектор. Кстати, бренда здесь нигде не написано. Просто Full HD, 1080p разрешение, светодиодный проектор. Давайте смотреть. Итак, полный комплект такой. Мультимедийный видеопроектор, шнур питания к нему с евровилкой длиной 1,5 метра. Обратный коннектор вот такого типа. Далее вот такой шнурок-переходник с мини-джек 4-пинного, NRCA коннекторы типа мама. Вот такой вот пульт. Пульт оснащен, кстати, микрофоном, но в данной базовой версии он ни к чему, потому что никаких функций для этого микрофона здесь нет. Вот такие выступающие резиновые кнопки с покрытием типа Soft Touch. Сам пульт пластиковый, питается от 2 батареек типа 3А. Сразу их и установлю. И инструкция на английском языке с иллюстрациями. Но инструкция вполне понятная. Возможно устанавливать проектор за экраном, перед экраном, на потолке, внизу. Есть все варианты переворачивать изображение. Кстати, технические характеристики представлены на последней странице. Технология используется здесь 5-дюймовый LCD TFT дисплей с разрешением Full HD. Как я и сказал выше, 360 градусов проекцию можно вращать. 5 линз используется. Формат изображения 16:9 или 4:3. Кстати, я почему-то не нашел где-то возможность переключения. Или это автоматически происходит от контента. Подсветка LED-лампа. Заявленная гарантия 50 000 часов. В зависимости от расстояния установки от экрана достигается размер от 40 до 150 дюймов. Возможно цифровой зум до 50%. Питание 240 вольт. Корпус пластиковый, верхняя черная глянцевая панель и нижняя матовая очень легко заляпываются. Кстати, по-моему, только модель под брендом DB Power имеет белую глянцевую панель. Габариты соответствуют заявленным: 260 на 230
и высотой 110 мм. При регулировке вертикального уровня путем вывинчивания данной опоры верхняя вот эта передняя грань максимально поднимается до 15 сантиметров. Вес видеопроектора 2 кг 185 грамм. Сверху на декоративном постаменте, обтянутом серой тканью, подобно солдатской шинели, имеется 7 физических кнопок управления. Под ним спереди подсвечивается красным или синим цветом светодиодная полоса. Это индикатор режима работы. Проектор управляется кнопками или штатным ИК-пультом с помощью экранного меню. Фотодатчики для приема сигналов управления от пульта расположены на фронтальной панели и также с тыльной стороны. С боковых сторон имеются решетки для притока и оттока воздуха. Под крышкой одной из них установлен небольшой такой HEPA-фильтр. Здесь также решетка. Спереди также имеется объектив с крышкой. Она одевается только когда объектив полностью утоплен. Для регулировки фокусировки на правой стороне имеется специальное кольцо с плавной регулировкой. На тыльной стенке за решеткой установлен блок динамиков для формирования монозвука. Он имеет один широкополосный динамик и один пассивный низкочастотный. Также здесь размещен интерфейс внешних подключений, состоящий из двух USB портов с высоким током питания, который позволяет подключать внешний жесткий диск. Но я подключал до 2 терабайт, все работает хорошо. Дальше есть аналоговый выход на наушники или активную акустическую систему, 4-пиновый разъем мини-джек для подключения того переходника из комплекта для также аналоговых подключений и 2 HDMI порта. А с этой стороны чуть ниже размещен разъем для подключения питания. В базовой версии, или как ее еще называют на странице слотом Mirroring версия, отсутствует разъем RG45 для проводных подключений Ethernet. Снизу под 4 резиновыми упорами, которые закреплены с помощью просто скотча, имеются резьбовые крепления под винт, скорее всего N5, для фиксации проектора на кронштейне. И вот эта одна ножка регулировки угла подъема. 7 саморезов в углублениях. Один из них под бумажной пломбой скрепляют 2,5 корпуса. Есть такой внутренний паз, с которым закреплен объектив с помощью 2 винтов. Это не крышка для чистки объектива, как заявляют некоторые обзорщики, она не поднимается, это такое литье корпуса. Ну а теперь предлагаю подключить питание к проектору и подключить источники контента. Проекционный экран купил уже в своем городе в интернет-магазине SocketBuy за 150 белорусских рублей, это около 60 долларов США. Упакован в гигантскую коробку из гофрированного картона. У меня Lumion, его характеристики здесь на торце вклеены. Модель называется Master Pictures, код товара LMP 100131. Размер полотна, это включая рамки, общий размер полотна 115 на 180 сантиметров. Само полотно MW Fiberglass. Конечно же, произведен в Китае. В комплекте с ним только чек и гарантийный талон самого магазина, сумма 151,14. Так, инструкция, рекламный буклетик, еще какое-то письмецо, гарантийный талон и небольшой такой уровень. Экран возможно зафиксировать как на стене, так и на потолке, но никаких метизов, никаких креплений для этого в комплекте не было. Общая длина металлического кожуха с пластиковыми торцами 192 сантиметра. На пластиковых торцах есть по 2 отверстия для крепления на потолке и на стене. Это экран рулонного типа, разворачивается вручную. Для этого на нижней трубке имеется вот такое поворотное металлическое кольцо. Рабочая белая поверхность имеет размер 168 на 105 сантиметров, формат 16 на 10. Диагональ 2 метра, это порядка 78 дюймов. У меня ширина комнаты 3 метра 30 сантиметров. То есть на дистанции 3 метра от объектива я посчитал этот размер экрана оптимальным. Полотно из ПВХ, окрашенного белой краской. По периметру имеется рамка шириной 5 сантиметров, окрашена черной краской. Пользоваться нужно аккуратно, потому что краску легко поцарапать. Обратная сторона вся черная. Экран используется только для фронтальной проекции. Это бюджетный и универсальный проектор для просмотра видеоконтента, презентации и прослушивания аудиофайлов. Потому что базовая или mirroring версия данной модели оснащена Wi-Fi модулем, работающим на частоте 2,4 ГГц, позволяющим транслировать контент со смартфонов Apple и Android. Также он оснащен мультимедийным плеером, поддерживающим различные видео и аудиокодеки. Все не перечислены в инструкции. Я проверил, действительно плеер читает эти форматы, но не воспроизводит контент выше разрешения 1920 на 1080 пикселей. При включении проектора звучит мелодия загрузки.
Так, и открывается вот такое меню настроек. Меню имеет такой вот плиточный вид. Здесь все элементы активные. Выбрать источник внешних подключений можно вот этой кнопкой пульта. При подключении любого USB носителя необходимо сразу выбрать тип контента. Это изображение, фильмы, музыка или документы. А также выбор зеркальной трансляции изображений с экрана смартфона под управлением Android или iPhone. В верхних пиктограммах можно выбрать только вот эту шестеренку, режим настроек. Подтверждаем кнопочкой ОК пульта. Здесь возможность есть подключиться к Wi-Fi роутеру. В данном случае уже подключен. Далее, выбор настройки изображения. Здесь подразумевается именно настройка формата изображения, его коррекция. То есть тут нету регулировки яркости, контрастности и прочего. Первый пункт — это режим проецирования. Кнопками пульта лево-право можно изменять этот режим. Быстрый доступ к вращению изображения осуществляется вот этой кнопкой пульта. Следующий пункт — это выбор режима коррекции изображения. Здесь два режима. Первый режим, наиболее такой простой и удобный, это коррекция изображения путем наклона изображения по горизонтали. И также цифровое зумирование. В отличие от спецификаций, изложенных в инструкции, здесь уменьшение зума возможно до 40% от максимального. И второй режим коррекции позволяет корректировать изображение по 4 точкам. Откорректировали одну точку, нажали ОК, подтвердили следующую точку. И так 4 точки можно корректировать отдельно. Следующий пункт — это выбор языка. По умолчанию был английский, но я уже тут выбрал русский язык. Языков достаточно. В пункте «Информация» можно ознакомиться с версией системы. В этом проекторе установлена операционная система версии 1.0.0.8 от 15 апреля 2021 года. Надеюсь, самая свежая система. И MAC-адрес. В пункте «Другие настройки» можно настроить таймер отключения. И также обновить систему через Wi-Fi или через USB-носитель. А также сбросить настройки на заводские. Проектор RD828 поддерживает USB-носители с файловыми системами NTFS и FAT32 и не поддерживает DXFAT. А значение тока на USB-коннекторе достаточно для питания внешнего жесткого диска. Поддержка NTFS позволяет смотреть фильмы в высоком разрешении объема более 4 гигабайт с внешних USB-носителей. Для этого изначально в меню выбираем тип контента «Фильм» и подтверждаем кнопкой ОК. Выбираем носитель, папку диска и файл. При запуске медиаплеера его меню вызывается кнопочкой ОК или отдельной кнопкой пульта. Здесь можно выбрать предыдущий или следующий файл, начать или остановить воспроизведение. Возможно ускорение воспроизведения в обе стороны в 2, 4, 8, 16 и 32 раза. Перейти к конкретной временной точке. Вызвать плейлист, ознакомиться со свойствами файла, вызвать субтитры и выбрать аудиодорожку, зациклить воспроизведение всего файла или какого-то его отрезка. И вызвать меню настройки звука, которое позволяет отрегулировать громкость аудиодорожки и выбрать один из пресетов настройки. Стандартный, музыка, фильм, спорт и пользовательский. Последний позволяет отрегулировать верхние и низкие частоты и стереобаланс в наушниках, подключенных к соответствующему выходу. Пульт имеет кнопки приглушения звука и регулировки громкости. В формировании достаточно качественного звука используется широкополосный динамик на резиновом подвесе мощностью 5 Вт, а также пассивный сабвуфер. Они закреплены хоть и в пластиковом, но все же отдельном коробе, который обеспечивает некоторое подобие баса и формирует хороший средний диапазон звуковых частот, который используется для воспроизведения речи. И последний пункт – настройка изображения. Здесь также доступны пресеты – яркие, стандартные, мягкие и пользовательские, в котором возможна настройка контрастности, яркости, четкости и насыщенности изображения. При просмотре видеоконтента с внешнего устройства, подключенного через HDMI порт, данная кнопка пульта также вызывает меню настроек изображения и звука. Для их коррекции имеются те же пресеты. В настройках звука во всех пресетах еще доступна настройка пятиполосного эквалайзера. Для просмотра фильмов с Blu-ray или DVD-плеера нужно в его настройках выбрать для каждого кодека многоканального звука режим PCM – импульсно-кодовая модуляция, а не битстрим, который не воспроизводится данным проектором. Оптимальную картинку в моих условиях я настроил так: контрастность 43,
Яркость 69. Четкость оставил 40. Но насыщенность 50. Посчитал, что так оптимально. По-моему, это единственный китайский проектор, который даже в базовой версии способен открывать различные офисные документы. То есть ему не нужен компьютер. Достаточно просто подключить USB-носитель. И на экране воспроизводится расширение Doc, DocX, PDF, TXT и файл, созданный в Excel. Даже возможно некоторое редактирование с сохранением. То есть модель универсальная для домашнего кинотеатра и презентаций. В Mirroring версии, в которой отсутствует модуль с Android, возможно через Wi-Fi транслировать изображение с экрана гаджета под управлением Android на проектор с помощью протокола Screen Mirroring или с Apple устройства собственной технологии передачи изображения. Габаритнее подобного автомобиля, но выполнено в масштабе 1:32. Связь осуществляется не напрямую, а через роутер. Ну и подведу итог. Достоинства использования конкретно этого проектора и в целом сравнение с современными телевизорами крайне ограничены. Самое главное и явное – это трансляция изображения на огромный экран. Несомненно, экран в размер окна – это шикарно. То есть за $210 я получаю картинку диагональю около 100 дюймов. Встроенный всеядный медиаплеер, который позволяет использовать проектор и в системе домашнего кинотеатра, и для презентации любого материала, созданного в офисных программах. Объектив здесь просветленный, изображение в меру контрастное, можно пользоваться даже в комнатах с неярким светом. Ну а данный экран обеспечивает широкий угол обзора. Динамик звук не искажает, вполне позволяет слушать любой аудиоконтент. На этом, пожалуй, достоинства и заканчиваются. Теперь недостатки. В сравнении с телевизором проектор на широком экране не может обеспечить такую же яркую, контрастную, насыщенную картинку. В данной ценовой категории он не наделен различными улучшалками, уплавнялками, поэтому изображение при движении кадра прерывистое и размазанное. Когда смотришь фильм на таком близком расстоянии до 3 метров, то видно, что Full HD картинку просто натянули на экран с 2-метровой диагональю. Хотя самих пикселей незаметно, поскольку не обеспечивается достаточная четкость на экране. И главным недостатком отнесу и то, что пользоваться проектором можно только в темном помещении. Установленная в нем оптическая система не обеспечивает равномерность свечения по всему экрану. Первое же включение лично у меня вызвало ассоциации с просмотром кино в каком-нибудь клубе. Знаете, когда кто-то опаздывает и ходит по рядам, мешая своей тенью остальным зрителям. Однозначно для построения домашнего кинотеатра в обычной квартире он точно не нужен. Лучше телевизор. Ну а если имеется отдельное глухое помещение, там без окон, то тогда можно организовать в нем кинотеатр. Заявлен срок службы светодиода 50 тысяч часов, но делаем скидку на Made in China. Еще забыл об одном достоинстве проекторов. Уровень шума, который фиксируется возле корпуса устройства, вроде небольшой, не более 55 дБ. Но он реально шумит. И когда вы его выключаете, вы по-настоящему наслаждаетесь глубокой, давящей на уши тишиной. Ну как-то так. Ну а что думаете вы об этом, пишите в комментариях. Оценивайте это видео, подписывайтесь на канал и встретимся здесь же. Пока!